Что такое ОКР и как его победить? Представьте, что ваш мозг застрял на одной мысли, как заевшая пластинка. Вы пытаетесь сосредоточиться на работе или отдыхе, а где-то внутри все время звучит тревожный сигнал. А вдруг что-то не так? А точно ли все в порядке? Вы снова и снова прокручиваете одну и ту же мысль или делаете одно и то же действие, надеясь успокоиться. Но облегчение приходит ненадолго. Это не просто беспокойство или привычка к порядку. Это обсессивно-компульсивное расстройство, или сокращенно ОКР. В конце видео вы узнаете, как победить ОКР, и поймете, в какие мифы, связанные с ОКР, верить не нужно. Поэтому самое интересное впереди, ну а мы начинаем. Для начала давайте объясню простыми словами, что такое ОКР. Обсессии — это навязчивые мысли, образы или импульсы, которые неконтролируемо врываются в сознание. Они неприятны, пугают или раздражают. Например, человеку может постоянно мерещиться, что на руках полно микробов или что он забыл выключить утюг, и из-за этого случится пожар. Эти мысли не дают покоя, вызывают нарастающую тревогу. А компульсии — это повторяющиеся действия или мыслительные ритуалы, которые человек чувствует себя вынужденным совершить, чтобы снизить тревогу от обсессии. Например, бесконечно мыть руки до боли в коже, например, 5-10 раз возвращаться проверять утюг, пересчитывать предметы, произносить про себя особые слова. Очень важный момент. Человек с ОКР обычно осознает нелепость или чрезмерность своих мыслей и действий, но ничего с собой поделать не может. Мозг словно диктует: повтори, иначе случится беда. И игнорировать этот приказ практически невозможно без специальной помощи. Когда-то я сам застрял в порочном круге таких мыслей, после чего я создал собственную методику, но об этом позже. Итак, научный взгляд. Что происходит в мозге при ОКР? Наш мозг — невероятно сложная система, в которой есть отделы, отвечающие за обнаружение ошибок и опасностей, и отделы, отвечающие за принятие решений и самоконтроль. У каждого человека иногда возникают тревожные мысли, и это нормально. Но мозг здорового человека обычно фильтрует их, не зацикливаясь на одном и том же. А вот при ОКР неверно срабатывает система тревога-реакция. Представьте сигнализацию, которая срабатывает просто без причины, просто какой-то сбой. Так и при ОКР. Нейронная цепь, связывающая зоны мозга, которые ответственны за оценку ситуации и чувство тревоги, работают слишком активно. Есть гипотеза, что в основе лежит сбой в так называемой, я надеюсь, это выговорю, кортико-стриатально-таламо-кортикальной цепи. Еле выговорил. Проще говоря, это центр тревоги и центр контроля просто перестают между собой нормально общаться. Лобные доли мозга, которые отвечают за логику и контроль, посылают сигнал: проблема, нужно ее исправить, даже если реальной проблемы нет. А более глубокие структуры, например, базальные ганглии, которые участвуют в формировании привычек, цепляются за эту ложную тревогу и не отпускают ее. В результате мысль о возможной опасности начинает крутиться в голове по кругу. Как при этом реагирует организм? Поднимается уровень тревожности, стрессовые гормоны, учащается сердцебиение, тело готовится спасаться от несуществующей угрозы. Чтобы успокоиться, человек выполняет некий ритуал, компульсию. Например, помыл руки, и на короткое время тревога спала, мозг получил сигнал, опасность миновала. Парадокс в том, что это закрепляет порочный круг. Мозг усваивает, что компульсия принесла облегчение, и в следующий раз навязчивая мысль возникает снова, еще сильнее. Таким образом, нейронная тропинка, то есть навязчивая мысль, тревога, ритуал, облегчение, становится все более проторенной. С каждым разом ее все труднее обойти. ОКР буквально перепрограммирует мозг, заставляя его верить, что без ритуалов просто не выжить. Вы можете удивиться, но ОКР – одно из самых изнуряющих психических расстройств. По данным Всемирной организации здравоохранения, оно входит в десятку лидеров причин инвалидизации в мире. Не только среди психических, среди всех болезней. То есть влияние ОКР на жизнь человека сопоставимо с тяжелыми физическими заболеваниями. Это не каприз и не чудачество, а реальная болезнь, которая может отнять у человека часы и даже годы полноценной жизни. Начало ОКР приходится на подростковый или юношеский возраст. У многих первые симптомы появляются в период сильных изменений и стрессов. Однако ОКР может начаться и у ребенка, и во взрослом возрасте. Интересно, что многие люди годами не обращаются за помощью, стесняясь своих симптомов или просто не понимая, что с ними происходит. В среднем проходит около 7 лет с появления симптомов до получения адекватного лечения. Представьте, 7 лет человек живет в плену навязчивости и в одиночку. Современная наука интенсивно изучает ОКР. Есть данные, что в работе мозга людей с ОКР нарушен баланс нейромедиаторов, в частности серотонина, это гормона, влияющего на чувство спокойствия и удовольствия, и, возможно, еще и дофамина. Дофамин участвует в системе вознаграждения и формирования привычек. Это подтверждается тем, что препараты из группы COZC, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, зачастую
помогают снизить симптомы ОКР. Эти препараты повышают уровень серотонина в мозге, что может приглушить тревожный сигнал. Однако таблетки не панацея, и работают они не сразу. Нужно время. Несколько недель, чтобы почувствовать эффект, и подходят они далеко не всем. Другой проверенный научный метод – это когнитивно-поведенческая терапия, особенно техника ERP или терапия предотвращения реакции на экспозицию. Суть метода в том, чтобы постепенно приучать мозг не реагировать ритуалом на навязчивую мысль. То есть человека в безопасной обстановке сталкивают с его тревожным сценарием. То есть, например, дать потрогать грязную дверную ручку человека, боящегося микробов, но при этом он не должен выполнять никаких ритуалов, которые ему привычны. То есть не бежать прямо сейчас мыть руки. Сначала тревога взлетает до небес, но через некоторое время мозг вынужден сам успокоиться без ритуала. Если такие тренировки повторять, мозг постепенно переучивается. Оказывается, ничего страшного не произошло, и без компульсии все нормально. Эффективность ERP доказана множеством исследований. У многих людей симптомы существенно сокращаются. Давайте теперь поговорим о мифах и реальности про ОКР. К сожалению, вокруг ОКР много заблуждений. Давайте развеем некоторые мифы, потому что они мешают понять серьезность проблемы и получить правильную помощь. Миф первый. ОКР – это просто любовь к порядку и чистоте. Реальность же такова. ОКР может появляться в совершенно разных формах, и навязчивая тяга к чистоте – лишь одна из возможных обсессий. Да, у некоторых людей с ОКР есть страх загрязнения и компульсивное мытье рук или уборка. Но у других навязчивости могут касаться вообще непорядка. К примеру, навязчивый страх причинить вред близким, хотя человек, которого мучают эти мысли, он может быть самым добрым и никогда этого реально не сделает. Или мучительные богохульные мысли у очень религиозного человека. Или, например, потребность пересчитывать вещи или страх заболеть смертельной болезнью. ОКР – это не про характер аккуратиста, это про неконтролируемый тревожный цикл в мозге. Кстати, человек, который просто любит порядок, испытывает радость и удовлетворение от уборки и организованности. А вот человек с ОКР убирается не ради радости, а чтобы уменьшить ужас внутри. Это большая разница. Второй миф. У всех нас немного ОКР. Например, я тоже люблю, чтобы все лежало ровно. Какова реальность? Часто люди шутливо называют себя немного в ОКР форме из-за привычки к чистоте или к перфекционизму. Но клиническая ОКР – это не черта личности, запомните, пожалуйста, а диагноз, при котором навязчивые мысли и ритуалы достигают той степени, что просто мешают жить. Разница в интенсивности и страдании. Можно любить порядок, но при этом не испытывать панической атаки. Например, если картина висит криво. Человек с ОКР может плакать или биться в дрожи от тревоги, если не исправит неправильность. То есть милые чудачества и настоящий ОКР – это не одно и то же. И еще, есть отдельное понятие обсессивно-компульсивное личностное расстройство. При нем люди действительно крайне педантичны. Они любят контроль и порядок, но не испытывают навязчивых тревожных мыслей. Они могут считать свой подход правильным и не видеть проблемы. А вот при ОКР человек страдает от своих мыслей и осознает их иррациональность. Он не может остановиться. Это совершенно разные вещи, хотя названия схожи. Третий миф. ОКР – это навсегда, и от него никак не избавиться. Реальность такова. ОКР действительно считается хроническим расстройством, и без лечения оно может длиться всю жизнь, то усиливаясь, то затихая. Но сегодня есть отличные методы помощи. Многие люди при правильной терапии добиваются таких улучшений, что симптомы их почти не беспокоят. Кто-то делится историями полного выхода из порочного круга навязчивости. Особенно эффективно сочетание методов психотерапия, медикаменты и поддержка. Например, терапия, тот же метод ERP, учит мозг новым реакциям, а медикаменты снижают интенсивность тревоги. Чтобы человеку было просто легче тренироваться и противостоять этим навязчивостям. Также осваиваются техники самопомощи, то есть осознанность. Это дыхательные упражнения для снятия паники, рационально-эмоциональные техники, которые помогают оспаривать ложные убеждения. И очень важна постоянная поддержка и понимание со стороны близких, общение с людьми, которые столкнулись с таким же ОКР. Так что ОКР – это не приговор. Это вызов, с которым современная медицина и психология помогают успешно справляться. Есть один вариант избавления, который очень действенный, и им воспользовались уже более 1000 человек. Это ИИ-ассистент, о котором я расскажу немного позже, но если коротко, он выполняет роль психотерапевта. И в отличие от методики, на которой работает с ОКР и тревожностью, этот ассистент работает по всем расстройствам и помогает в целом себя трансформировать. А пока четвертый миф. Если у человека ОКР, то ему место в психушке. Такое мнение тоже бывает. Какова реальность? ОКР – это психическое расстройство, но совсем не признак сумасшествия. Люди с ОКР обычно прекрасно отдают своим действиям отчет. Они разумны, адекватны. Просто у них есть определенный мозговой глюк, который вызывает эти симптомы. Это также не стыдно, как, скажем, сахарный диабет. Просто болезнь, которую нужно лечить. Большинство людей с ОКР живут дома, работают, учатся. Им не нужен стационар в психиатрической больнице. Им нужна терапия и понимание.
К сожалению, из-за страха осуждения многие скрывают свои симптомы. Нам важно продвигать корректное понимание ОКР, чтобы люди не боялись обращаться за помощью. Вы, возможно, удивитесь, но разговор об ОКР — это не только про психику. Это еще и окно в понимании того, как вообще мозг превращает мысли в действия. Изучая ОКР, ученые лучше понимают, как работает наша воля, самоконтроль, чувство ответственности. Например, у каждого бывало: вышел из дома, а вдруг мысль: а выключил ли я газ? Большинство людей проверят раз и убедятся, и уйдут спокойно. А при ОКР мозг не может успокоиться, даже получив подтверждение. В каком-то смысле у всех нас в мозге есть встроенный охранник, который следит, все ли мы правильно делаем. У людей с ОКР этот охранник чересчур встревожен и кричит «тревога» даже без повода. Это заставляет задуматься, а нет ли у меня самого каких-то шаблонных мыслей, которые мешают жить, хотя причинены лишь работой мозга. В меньшей степени, но что-то похожее испытывают люди с тревожностью, паническими атаками, например. Мозг играет с нами шутки, но мы можем его тренировать. И вот здесь появляется интересный момент. Если мозг способен научиться ОКР, завязнув в порочном круге, то он способен и разучиться этому, если создать условия. Нейропластичность — это замечательное свойство мозга меняться под влиянием опыта. Терапия, по сути, дает мозгу новый опыт, перепрошивает как бы реакции. То есть как было раньше: навязчивая мысль, паника, ритуал. А мы учим: навязчивая мысль, паника, терпим, ничего не делаем. Паника проходит сама. Ура, все в порядке. Мозг получает новое знание. Ритуал не обязателен. И здесь постепенно сила навязчивых мыслей слабеет. Это, кстати, переломный момент, как, знаете, неожиданная развязка триллера. Герой, то есть человек, вдруг понимает, что чудовище типа ОКР можно приручить. Оно громкое, страшное, но его можно заставить замолчать. ОКР — сложное, изматывающее расстройство. Но благодаря науке мы все лучше понимаем его природу. Мы узнали, что это не прихоть и не черта характера, а сбой в работе мозга, который можно исправить. Существуют доказанные методы лечения: психотерапия, медикаменты, а также новые технологии. Например, неинвазивная нейростимуляция. В тяжелых случаях, правда, применяют. Еще современные цифровые решения. Представьте, что раньше человеку с ОКР приходилось ждать встречи с терапевтом раз в неделю, а сейчас помощь может быть всегда под рукой. И если вы действительно хотите поскорее вырваться из этого замкнутого круга навязчивых мыслей, у меня есть два проверенных решения. Первое — это моя авторская методика «Сила внутри». Это большой PDF-файл, более чем на 100 страниц, где я пошагово описал, как ломать вот этот круг: мысль, тревога, ритуал. Какие упражнения лично мне помогли вернуться к нормальной жизни и как именно мозг играет в ложную тревогу. Второй инструмент — это ИИ-ассистент, который помогает не только при ОКР, но и при тревожности, прокрастинации и многих других эмоциональных сложностях. Он доступен 24/7 и подсказывает подходящие техники прямо в момент, когда накатывает тревога или навязчивость. Что дает моя методика? Во-первых, вы получаете системный план для самостоятельной работы над ОКР уже в первые дни использования. Во-вторых, это не абстрактная книжка. Внутри вы найдете дыхательные практики, дневник наблюдений, приемы переключения внимания и многое другое. А ассистент, в свою очередь, дает именно постоянную поддержку. Вам не нужно искать в тексте, чтобы вспомнить нужную технику. Ассистент спросит, что вас беспокоит, заполнит карту клиента и тут же предложит быстрые шаги, будь то остановка мыслительного анализа, экспозиционная терапия или что-то еще. Он подойдет абсолютно всем, кому нужен психолог или психотерапевт. Есть также более 12 методик, настроенных на определенную терапию, а также есть тонкая настройка, которая поможет вам подстроить формат общения с этим ассистентом лично под себя. Ассистент призван помогать в трудную минуту. Если для вас важно найти помощь лично для себя, либо для своих близких, то переходите к моей методике или моему ассистенту, которыми воспользовались уже более 1000 человек, и эти люди отметили эффективность данных методов. Теперь о самом главном. ОКР — это не приговор, а задача, которую можно и нужно решить. Понимая научную основу расстройства, мы убираем лишний стыд и драму, и ни вы, ни ваши близкие не виноваты, что мозг так работает. Но и мозг не камень, его можно изменить. Если вас мучают навязчивые мысли и ритуалы, знайте, вы не одиноки. Миллионы людей с этим живут, и для вас есть помощь. Комбинация науки и сочувствия — вот что действительно работает. Не верьте мифам, верьте фактам и своему праву на полноценную жизнь. Давайте вместе превратим знания в силу для борьбы с ОКР.